Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 4 февраля, киевское время, 19 часов. Для тех, кто брызжет желчью в комментариях, очень смешно выглядит. Ви хоч вчіть українську мову. Слово «лють» имеется, название батальона добровольческого, имеется в виду злость, ненависть, но никак не февраль. Февраль лютый на украинской мове. Поэтому хотя бы в этом посмотрите, задайте вопрос Гуглу, как это правильно звучит. И еще одно объявление в начале, это ссылка на сайт Министерства внутренних дел уже исправлена. Действительно, она не работала, я ее уже исправил. Надо просто скопировать саму ссылку и вставить в браузер. И она сразу вас перебросит на сайт Министерства внутренних дел, там, где оформляются документы для формирования этих бригад. Уже все проверено, все работает. Так что все желающие, пожалуйста, милости просим. Теперь по оперативной обстановке. За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных ударов и 3 ракетных удара. В частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей. Есть жертвы среди гражданского населения. Противник совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет большие потери, но тем не менее на 4 направлениях упорно продолжает пытаться наступать. Именно пытаться. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невская, Диброво, Луганской области, Верхокаменская, Красная Гора, Бахмут, Ивановская, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Их формирование на сегодняшний день не проводится. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купинском и Лиманском направлении враг переходит в наступление от Кременной. И как результат силам обороны приходится отходить. К сожалению, эти лесные массивы, в которых мы вели бои, все предстоящие месяцы противник насыщает войсками. На направление прибыли также танки противника, то есть российское командование перебросило танковые части, которые наносят поражение по нашим позициям северо-восточнее самой Кременной. К сожалению, и здесь ситуация усложняется. То есть, кроме Бахмутского, Авдеевского направления, Угледара, ситуация осложнилась еще и в районе Кременной. На Бахмутском направлении продолжаются бои на подступах по Раскеевке и Красной Горе. Оккупанты давят на мясокомбинат и на южную окраину города Бахмута. Подтянуты резервы врага для дальнейшего продвижения на наши позиции в Ивановском. Продолжаются боевые действия. Противник успеха не имеет. Они, хоть несмотря на подтянутые резервы, попытки продвинуться в сторону трассы и в направлении Ивановская не увенчались для противника успехом. Также ставится целью перекрытия трассы из Константиновки на Бахмут, но дойти до трассы они на сегодняшний день не в состоянии. Трасса под нашим контролем, хотя и простреливается со стороны российских оккупантов. На Авдеевском направлении 2 танковые атаки были проведены врагом, но успеха не имели. Обе атаки захлебнулись, противник понес потери, особенно в технике, и откатился на исходные
на исходные рубежи. Одна из причин провала атаки предположительно сильное состояние сильного алкогольного опьянения экипажей танков. Ну, как бы неудивительно для российских войск, чтобы экипажи выпили по 100 грамм, ну это образно говоря, если сильное алкогольное опьянение перед боем для храбрости, ну вот результат не заставил себя ждать. На Новопавловском направлении обстрелы, идут позиционные бои, линия фронта и ситуация на этом участке не поменялась. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелом то же самое, позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами, ситуация стабильная, контролируемая. По обстрелам подверглись 24 населенных пункта вдоль реки Днепр и на самом Запорожском направлении. Российские оккупанты начали меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области. То есть они вывозят оттуда коллаборантов и членов их семей. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 беспилотника типа Орлан-10. А ракетные войска и артиллерия поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и техники противника и 1 тяжелую огнеметную систему «Санцепек». Ну что ж, вот это такие военные новости произошли на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко военно-политических новостей, происходящих в Украине и вокруг нас. Состоялся еще один большой обмен пленными, 116 человек мы вернули домой. Причем вернулось домой 116 украинских защитников, а мы отдали 63 российских защитника. То есть вот такой вот обмен состоялся. И наши ребята вернулись из плена домой. Из них 2 офицера и 114 рядовых и сержантов. Также домой вернули тела погибших иностранных добровольцев, в том числе британского волонтера Кристофера Перри, который погиб. Волонтер приехал с волонтерской помощью на передовую и попал под обстрел, погиб. О гибели которого сообщала Харьковская правозащитная группа. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему исполнилось 62 года. Вот такая вот новость возвращения домой 116 военнослужащих вооруженных сил обороны Украины. Там есть представители разных силовых структур. Военный атташе по вопросам обороны Соединенных Штатов заявил, что наши специалисты, украинцы, завершат обучение в Соединенных Штатах на системах Patriot уже через несколько недель. Украинские военные опережают график учения на системах Patriot. Они овладевают современными ракетными комплексами по ускоренной программе и завершат тренировки в Соединенных Штатах уже через несколько недель. Об этом украинской службе «Голоса Америки» сообщил атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах Борис Кременецкий. Но мы в принципе не сомневались, это стоило ожидать, и мы об этом с вами говорим постоянно, что для нас не проблема освоить. Что САУ, пожалуйста, там танки тоже осваиваем, уже приступили. Точно так же. А это говорит о том, что через несколько недель, это значит, что к марту месяцу этот Patriot будет стоять на боевом дежурстве в Украине. Он будет переброшен, скорее всего, авиацией. Это основной вид переброски техники и, соответственно, заступит на боевое дежурство в нашей стране, там, где определит ему генеральный штаб. Дальше. Такая проблема, как дезертирство в российской армии, она набирает массовый характер. И доказательством тому это первое, помните, да, заградотряды, которые состояли из кадыровцев.
И они открывали огонь по бегущим обратно зэкам, то есть тем, кто заключенным, которые отказывались идти в атаку. Мы знаем там случаи расстрела этих заключенных, показательного убийства, чтобы они не отказывались идти в наступление. Ну и также вот эти и также сформированные заградотряды, чтобы они не поворачивали обратно. С мобилизованными то же самое. Единственная разница состоит в том, что мобилизованных не расстреливают, которые бегут обратно. Пригнали СОБР. В частности на Бахмутском направлении наша разведка наблюдает подразделение СОБРа российского. И задача этого СОБРа — отлов. Они отлавливают этих мобилизованных, которые убежали с поля боя, убежали из расположения части и убежали там куда-нибудь, лишь бы спастись. В основном они все бегут в сторону границы и пытаются вернуться домой. И, кстати, почему СОБР был пригнан? Потому что здесь на Бахмутском направлении очень плотная застройка. Если они прорвутся в какие-то населенные пункты, то их уже никто не поймает. А вот, допустим, на Херсонском направлении, на правом берегу реки Днепр, когда там степная местность, там степи, и когда они убегали, первые мобилизованные, которые приехали, тоже там убегали, так их искали с помощью вертолетов. Российские вертолеты летали над Херсонской степью и отлавливали эти группы мобилизованных, или одиноких мобилизованных, которые бродили там в поисках пути домой после дезертирства с переднего края. Вот такая вот ситуация наблюдается, что... Так вот, к чему весь этот рассказ? Что вагнеровцы еще остались на линии фронта, их не убрали оттуда полностью, их там потихоньку мы добиваем. А регулярные части российской армии спостерегают, наблюдают, как наши войска, ходящих в атаку. Так вот, они бегут, все равно бегут, они заключенные, у них срока очень огромные. И они прекрасно понимают, что, видимо, особенно те, что вот это вот показушное помилование там 20 человек, это же не массовое явление. То есть никто им не даст выжить. Их всех тут и положат в нашу землю. Вот. Поэтому они бегут. И, соответственно, они же опытные ребята, они же знают, как бегать. Это же не мобики, не чмобики. Вот. Так вот, сбежавшие из Украины вагнеровцы устроили в Российской Федерации террор. По России прокатилась волна нападений. Из российской армии и подразделений так называемых частной военной компании «Вагнер», в рядах которых воюют завербованные зэки, они бегут. Некоторые смогли раствориться на части Украины, то, что я вам говорил, особенно на Донецком направлении. Там застройка, жилая застройка или вот эти агломерации, они нескончаемые, они переходят город, село и село, и переходят незаметно. Только табличка, стоящая между домами, говорит о том, что вы перешли из одного населенного пункта в другой. Вот. И некоторые смогли раствориться в этой части Украины, в этих агломерациях, которая пока контролируется оккупантами. Однако большинство уже вернулись домой. Представляете, где Украина, а где их дом, там где-то в глубине России. Так вот, они уже умудрились вернуться домой, пройдя государственную границу Российской Федерации. Привет, ФСБ, как вы ее там охраняете? Их навыки мирные россияне уже ощутили на себе. В приграничных районах России произошла серия вооруженных нападений. Они же не просто идут, они идут с оружием. Они же тоже не дураки, они понимают, что человек, как Ленин говорил, да, человек с ружьем, это надежный человек, он знает, зачем ему ружье. Точно так же и здесь. Далее, я так понимаю, по Украине начинает прокатываться эта волна формирования добровольческих добровольческих частей и подразделений. МВД на своей базе формирует 8 бригад. Мы с вами об этом говорим. Еще раз напомню, что лють — это не лютый, не февраль, лють — это злость. В Сумской области формируется отдельный стрелковый батальон вооруженных сил Украины, тоже добровольческие, желающие все могут записаться.
Здесь пока ссылки нет, но в сети, я думаю, если вы загуглите, вы найдете в ссылку, как обратиться в территориальный центр комплектования Вооруженных сил Украины для того, чтобы вступить в этот батальон. Далее, Германия. Оказывается, ну помните, да, мы искали эти комплексы Ирис-Т, 3 штуки, которые должны были до конца года поставить нам Германия. Так вот, Германия теперь их тоже ищет по всей Европе. Видимо, что-то не получилось с производителем. Производитель не смог до конца года выдать на гора еще 3 комплекса, и поэтому Германия ведет переговоры, в частности со Швецией, по поставкам пусковых установок Ирис-Т для Украины. Это сообщает Bloomberg. И они пишут, издание, что, как сообщает издание, со ссылкой на анонимные источники, кроме пусковых установок, Германия также попросила Швецию передать и ракеты для этих комплексов. Таким образом, как пишет Bloomberg, Германия придерживается своего плана отправить 3 дополнительных системы Ирис-Т в этом году, после того, как первая их партия прибыла в Украину в октябре. Но в октябре, мы знаем, прибыл 1 комплекс, одна батарея. Танкисты, продолжается тема танков, и из Польши мы получаем, вот эта тенденция, как я вам говорил, она разрастается. Уже Польша тоже берет, через несколько дней в Польше начнутся обучение наших танкистов на танки Леопард. Так что я думаю, что тоже через несколько недель, в марте месяце, мы начнем получать вот это обещанные танки уже с готовыми экипажами. ЕС планирует принять 10-й пакет санкций. Кстати, он обговаривался и в Киеве сегодня, и вчера. Саммит сегодня закончился. Было принято решение, Украине там уточнили домашнее задание, 7 пунктов. В основном это касается реформ в государстве и борьбы с коррупцией. Там судебная реформа, есть там конституционная реформа, есть и другие. Но я думаю, конституционная реформа будет состоять в том, чтобы должность президента была номинальной и была представительской, а не исполнительной власти. Исполнительная власть у нас будет правительство и премьер-министр. Скорее всего, именно на этом будут настаивать. Мы так и собирались. Так и в 2004 году и была конституционная реформа сделана. Полномочия президента были очень сильно урезаны. Но посмотрим. 7 пунктов там есть в этом задании. Так вот, еще Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, огласила о том, что 10-й пакет санкций против Российской Федерации, и причем его огласят 24 февраля, в годовщину массированного вооруженного вторжения российских войск в Украину. По ее словам, объем ограничений для России в новом пакете будет составлять более 10 миллиардов евро. Там новая цена на газ максимальная, на нефть, и там очень большой пакет, посмотрите. И там, естественно, там санкции для юридических, физических лиц из числа российского олигархата, политикума и других должностных лиц. Соединенные Штаты огласили очередной пакет помощи, официально уже оглашен, и сумма этого пакета составляет 2,2 миллиарда, и Украина в этом пакете получит следующие плюшки. Боеприпасы для Хаймарс, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, пока количество не уточняется, ни тех, ни других. Минометные мины 120-мм, 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами к ним. Это привет шахедам и крылатым ракетам. То есть мы усиливаем противовоздушную оборону для борьбы с этими воздушными целями. 181 машина с защитой от мин и других заграждений типа МРАП. 250 пусковых Джевелин. Там, кстати, Джевелин задавали вопрос, так он многозарядный или он однозарядный? Он многозарядный. Есть пусковая установка, на которую ставится контейнер. Контейнер отстреливается, и вот на эту пусковую часть цепляется новый контейнер.
Далее 2000 противотанковых ракет. Я так понимаю, это к Джевелинам. Видите, на 250 пусковых установок Джевелин идет 2000 противотанковых ракет. Противопехотные боеприпасы Клейморы и взрывные боеприпасы. Но это, наверное, мины, скорее всего. Так перевод написан, точнее так перевелось с английского. Мины и снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое оборудование. Так что вот такой вот пакет помощи Соединенные Штаты предоставили Украине. И я так понимаю, что этот пакет в основном идет вдогонку предыдущего. То есть под все эти, кстати, Хаймарс там должны 15 штук передать, вот под них боеприпасы. Плюс 155 у нас теперь этот калибр становится основным. И расход этих боеприпасов с каждым днем растет. Вот еще их добавили, ну и все остальное имущество. Вот такие вот военно-политические новости произошли в Украине вокруг нее. На этом мы первую часть нашего с вами видео закончим. И я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы задали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Поясните нам, гражданским, насколько опасно леопарду наезд на противотанковую мину. Как и простому танку, или есть такие мины, или ему такие мины нипочем. Эти уроды ведь заминировали наши земли, а зная, что у нас будут леопарды, заминируют еще больше. У страха глаза велики. К сожалению, это так. Насчет мин, да, Российская Федерация засыпает, российские фашисты засыпают наши территории минами от и до. И дистанционно, и так минируют везде, где есть только возможность, везде идет очень большое минирование. У нас на территориях тех областей, которые уже освобождены, там Сумская, Черниговская, Киевская, Житомирская, до сих пор идут работы по поиску мин и по их ликвидации. Каждый день у нас Государственная служба по чрезвычайной ситуации оглашает: не пугайтесь, будут взрывы, будем ликвидировать, будем уничтожать вот эти мины. Что касается танка «Леопард», смотрите, у нас, я наблюдаю такую тенденцию, она очень нехорошая. Это эйфория. Эйфория в плане того, что супертанки, чуть ли не на уровне инопланетных космических кораблей. Нет, давайте немного успокоимся. Они технологически на порядок лучше тех танков, которые есть, допустим, в армии страны-агрессора, в России. Вот. А они точнее, они там более живучие на поле боя, то есть они более защищенные в плане брони. Но они все равно остаются обычными танками. И наезд на противотанковую мину, конечно же, приведет к его подрыву. Конечно же, танк может быть выведен из строя. Может вырвать несколько катков, допустим, разорвет гусеницу, но экипаж может остаться, в этом случае может остаться в живых. Для того, чтобы такого не случилось и чтобы танки не подрывались на российских минах, для этого те же немцы и другие страны, которые поставляют нам леопарды, передают вместе с ними инженерное оборудование, которое в том числе навесное на танке. То есть на танк навешивается минный трал, который катится впереди танка, танк его толкает перед собой, и если наезжает на мину, она подрывается. И танк спокойно едет дальше. И таким образом проделывает колею, по которой другие танки тоже могут преодолеть эти минные поля. Поэтому точно так же подрывается, как и любой другой танк. Рогозин сказал, что скоро на фронте у российской армии появятся какие-то принципиально новые вооружения. Что это может быть за вооружение? Оно уже появилось.
Это роботизированная платформа на гусеничном ходу. Они ее называют истребитель леопардов. Ну, она истребитель танков называлась, а теперь они называются истребитель леопардов. Ну, скажу так, это, насколько я понимаю, 4 таких единицы было доставлено. Это экспериментальные образцы, они не выпускаются серийно. Еще завод их не выпускает. Это лабораторная сборка. И они их просто привезли для испытания. Ну, естественно, из этого сделали информационную помпу, что вот истребители леопардов. Они, кстати, их привезли к фронту поближе, где-то они закатили их в ангары на промышленной зоне. И теперь они будут на них устанавливать противотанковые ракетные комплексы. То есть на них еще даже птуров нет. Там есть только направляющие, и сейчас они будут туда устанавливать. Один пулемет крупнокалиберный и две там было направляющих для ПТРК. Вот и все. То есть де-факто, ну, я бы не сказал, что эти 4 платформы могут там сделать какую-то серьезную погоду. Тем более они довольно большие по размерам и довольно высокие. То есть даже в окоп его спрятать будет очень проблематично. Поэтому для наших джевелинов это просто еще одна дополнительная цель. Вот такое вот новое супероружие. Но испугать, конечно же, надо. Надо, чтобы все испугались, вспотели, и, задрожали и так далее. Должен ли БТР поддерживать огнем высаженный десант, как делает БМП? Или же его задача доставить десант в точку, после чего можно возвращаться? Нет, конечно. Конечно же, а зачем тогда вооружение на бронетранспортер ставили? Просто с учетом конструкции самого бронетранспортера поставить на него пушку довольно проблематично. Надо усиливать корпус. Поэтому на БТРе стоит, это в принципе можно считать пушка. Там стоит КПВТ, пулемет. Калибр этого пулемета 14,7 мм. У моряков точно такой же пулемет называется ручная пушка. Но тоже калибра 14,7. 14,5, извините, 14,5 мм, 12,7. Где-то есть еще крупнокалиберные. Вот. Поэтому, конечно же, БТР служит прикрытием для брони, точнее для высаженного десанта своей броней и поддерживает их огнем. Кстати, на современных БТРах мы устанавливаем новые огневые модули, в которые входит 30-мм автоматическая пушка, как на БМП-2, то есть они выровнялись. И входит в комплект огневого модуля крупнокалиберный пулемет 12,7 и ПТРК. То есть противотанковый ракетный комплекс, который тоже с этого огневого модуля управляет. Так что бронетранспортер, кстати, наш Буцефал показывает довольно БТР-4Е, довольно показывает себя неплохо по защищенности и по своим огневым возможностям. Есть даже, кстати, видео, как этот БТР расправляется с российским танком в городе Маріуполь во время обороны города. У мене таке запитання, чи може корабель Іван Мазепа бути озброєним томагавками? Конечно, может, но я не думаю, что конструктивно там предусмотрена установка. Если там есть место для размещения ракетных комплексов, то да, отвечу да, это вполне может быть и ракетный комплекс типа Томагавк, корабельного базирования. Может быть что-то другое, какие-то другие ракеты, которые будут сделаны в будущем. Допустим, тем же нашим конструкторским бюро КБ «Луч». Так что да, если там есть места, то он может быть вооружен и томагавками в том числе. В реалиях этой войны получается... десантные войска уже были, пропускаем. Как работают высокоточные снаряды того же Хаймарс? Насколько я помню, корректировка траектории происходит сразу после пуска, а дальше он летит все 80 километров как болванка и падает. По идее, ветер и другие метеоусловия должны сбить курс этой болванки, но она прилетает прямо в цель. Как такое возможно? По идее, на исходе траектории должны включаться какие-то двигатели, чтобы скорректировать снаряд на цель. Но вы говорили, что они включаются только на старте, при запуске. Поправьте меня, если я не прав. Смотрите, внимательно слушайте, что я говорил по поводу начального участка траектории.
Дело в том, что на начальном участке траектории, когда работает маршевый двигатель, основной, корректируются ракеты, не снаряды, ракеты, ракетных комплексов. Точка У, тактический ракетный комплекс, Искандер российский, оперативно-тактический ракетный комплекс. Вот у них баллистические ракеты корректируются на начальном этапе участке траектории, когда работает маршевый двигатель. Рули срабатывают, они корректируют. А ракета попадает в цель за счет того, что метеоусловия на момент полета ракеты учитываются заранее. И поправки на ветер, на перепады давления, на отклонение давления от нормального, на температуру отклонения от нормальной, закладываются в данные для стрельбы. И они учитываются заранее. Заранее. Да, это нельзя предугадать точно, но поэтому круговое отклонение оно всегда существует, а хоть 1 метр, но он есть. Вот. А в основной своей массе ракета попадает ровно в ту точку, куда. Хаймарс — это реактивная система залпового огня, она стреляет снарядами. И эти снаряды у нее тоже корректируемы. Этот снаряд корректируется в ходе всего полета. У него после выхода из направляющей, у него открываются крылышки. И за счет этих крылышков есть блок GPS-навигации в этом снаряде, туда заложены координаты. Он связывается со спутником, получает сигнал от спутника и корректирует, весь полет корректирует снаряд. Поэтому у него точность 1,3 метра. В основном они попадают с точностью до 1 метра. То есть точно в точку прицела. Но корректируется он за счет крыльев и за счет рулей, имеющихся на этих крыльях. Никто его там, никаких двигателей дополнительных не размещает на нем и не запускает. Точно так же корректируется снаряд Эскалибур 155 мм, который выпускает из пушки. У него, кстати, специально сделаны ведущие пояски так, чтобы в виде подшипника. Так, чтобы снаряд не раскручивался в канале ствола, а вылетал с минимальным вращением, и при открытии крыльев он фактически стабилизируется в полете и так, чтобы не вращаться, и летит не вращаясь. И плюс у него еще стоит активно-реактивный пороховой ускоритель в хвостовой части снаряда, который дополнительно придает ему энергию, и он летит аж на 75 километров. А могут ли западные средства ПВО, Патриот, Ирис-Т, САМ-Т сбить ракету «Кинжал»? И второй, могут, теоретически могут. Практически, я думаю, что мы это с вами узнаем в ходе этой войны. Наверняка Россия еще будет применять кинжал. Кстати, Россия применила кинжалы трижды. Всего-навсего. За все время. 3 ракеты было пущено по территории Украины. Разведка наша, разведданные говорят о том, что открытые разведданные говорят о том, что этих изделий, там ракет, около 40, около 40 или 50 штук, не более того. То есть где-то цифра вот так колеблется в этом числе. Это не серийная ракета, она не производится серийно. Ее сейчас никто не выпускает. Вот. Но и вопрос их дальнейшего применения, это очень такой вопрос непонятный. Может, они технически не могут их пускать, может, они не хотят их пускать, чтобы не опозориться, потому что попадет, не попадет, куда она попадет. Вот. А для того, чтобы проверить, смогут ли эти средства ПВО, которые вы перечислили, сбить эту ракету, надо реально ее попытаться перехватить. И, как говорится, только бой ответит на этот вопрос. Вот. Теоретически, да, они могут сбить эту ракету. Несмотря на то, что там ее позиционируют, это, обещать это не значит жениться, но россияне ее позиционируют как гиперзвуковую. Некоторые специалисты говорят, что она гиперзвука достигает только на одном участке траектории, вот, а так она летит как обычная сверхзвуковая ракета. Да, у нее сверхзвуковая скорость у этой ракеты. Следующий вопрос. Если противоракета, выпущенная комплексом противоракетной обороны, не попадает в цель, что с ней происходит? Может она попасть
в наземный объект или самоликвидируется. Она самоликвидируется. Все ракеты ПВО имеют самоликвидатор. Он устанавливается, и когда они достигают своей максимальной дальности, происходит самоликвидация ракеты. Как правило, они самоликвидируются в воздухе. Никто, в основном не падает. Если стоит установка на Земля-Земля, то тогда она летит по наземной цели. Это немножко другое. Есть вопрос. Херсонская область, Береславский район, сельскохозяйственные земли загрязнены минами, боеприпасами. Может ли горение на полях спровоцировать детонацию и тем самым облегчить разминирование? Вероятность того, что боеприпасы сдетонируют от поджога стерни или сухой травы, минимальная. Абсолютно минимальная. Поэтому нет смысла делать выпал полей и там сельхозугодий для того, чтобы мины сдетонировали. Поэтому только разминирование. Для этого, когда большие площади, применяются машины для разминирования, которые берут довольно широкую полосу и разминируют эти площади. Но подпал не даст вам ничего. Это будет там меньше 1% мин может сдетонировать или загореться в результате такого подпала. Не забывайте, что подпал еще и не дает таких высоких температур, которые могли бы спровоцировать детонацию мины. А если мина зарыта на глубине, как положено ее зарывать, до 10 сантиметров, то тогда ваш подпал вообще ничего не изменит. Вопрос по снарядам GLCDB. В интернете есть анимации работы этих снарядов, где показывают базовый принцип их работы. Если я правильно понял, это анимации и вообще описание снаряда. То он набирает максимальную высоту по баллистике, а дальше в воздухе из тубуса выходит основной снаряд с крыльями, после чего снаряд планирует и попадает в цель. А вопрос состоит в следующем. После выхода планирующего заряда из тубуса этот заряд дополнительно набирает скорость за счет уже своего двигателя или просто планирует как самолет-планер, за счет чего увеличивается максимальная дальность. За счет этой технологии с крыльями, за счет более мощного двигателя в первой половине пуска снаряда, за счет собственного двигателя этого планера, если он есть, или все вместе. Также крайне важный вопрос, который вытекает из предыдущих. Увеличивается ли у противника способность к сбиванию этого снаряда, если он все же движется с меньшей скоростью в конце траектории. Просто как планер, без реактивного двигателя. Как наши защитники сбивают шахеды зенитными пулеметами. Давайте так. У него есть вышибной заряд, который выбрасывает вот этот конечный боеприпас, когда раскрываются крылья, и тем самым придает дополнительное ускорение. Во всем остальном за счет планирования и снижения этого снаряда, а на цель он практически пикирует под острым углом, где-то примерно от 30 до 45 градусов, он разгоняется довольно до большой скорости. Вот, и, соответственно, поражает эту цель. За счет вот этих крыльев он планирует. Но у него скорость довольно большая. Шахед летит со скоростью 180-200 км в час. То есть он практически как машина по трассе. Он с такой же скоростью и летит. Поэтому его легко сбивают. Этот снаряд сбить очень тяжело. Почему? Потому что он маленький по размерам и он не дает той отметки на экране системы ПВО, чтобы она его увидела. Во-первых, он должен попасть в зону действия этого ПВО. Если это ПВО тактическое, она его может увидеть, но она его не успеет сбить, так быстро он летит. А если это ПВО среднего и дальнего радиуса действия, она его не увидит совсем. От слова, вообще, от слова совсем. Вот. Только если он пролетит прямо над РЛС, может быть на экране будет маленькая какая-то засветка, маленькая точечка, но реально они его не увидят. Поэтому переживать, что их собьют, не стоит. Не собьют. Врут, сразу скажу, что врут наши враги в том плане, что они сбивают снаряды Хаймарс. Никто их не сбивает. Попробуйте сбить снаряд от урагана или снаряд от смерча. Это то же самое. Только и дальность та же самая, кстати.
Правда, ураган на 40 километров летит, на 36, если быть точным. А Смерч летит на 70, стандартный снаряд, и на 110 летит обновленный снаряд, новый. Но у нас это Альха, боеприпас, а у страны-агрессора, у российской, у рашистов, это Торнадо, разновидность снаряд. Там есть Торнадо С, Торнадо Г. Один для Смерча, второй для системы Град. Вот. Вот они летят дальше. Так вот, это то же самое. Они же не сбивают эти снаряды. Они их могут увидеть, но сбить их никто не может. Нужна такая система типа железного купола. Вот он предназначен для сбития, для перехвата, точнее, реактивных снарядов, выпущенных там, или ракет, выпущенных кустарным способом. Вот он может еще, теоретически он может перехватить этот реактивный снаряд. Ну и от Хаймерса в том числе. Но то, что говорят россияне, там, это нет, это не соответствует действительности. Точно так же и здесь. Никто, она довольно быстро летит, там скорость будет приличная. Вопрос только, когда они их сделают, эти мины. Там сейчас стоит вопрос, что когда предприятие начнет выпускать вот эти планирующие мины, планирующие бомбы, когда они подпишут контракт с Министерством обороны Соединенных Штатов. Так что это пока еще перспектива, ой-ой-ой, какого будущего. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сбиваются самолеты оккупантов? Разрабатывается план какой-то или на авось? Ну, ни плана нету, ни авось нету. Смотрите, как сбиваются самолеты. Идет построение системы противовоздушной обороны на каждом участке линии фронта. Сейчас мы пытаемся достигнуть того, чтобы разные участки объединялись в одну сплошную линию обороны, в противовоздушную. Для того, чтобы был обмен данными, обмен информацией. Кто первый увидит, тот и передает данные. А так, станции ПВО работают в постоянном режиме, смотрят небо. Это называется смотреть небо. С появлением воздушной цели, то есть с появлением отметки на радиолокационной станции, цель захватывается и поражается. Работает, ну можно так сказать, все работает в режиме онлайн. А план разрабатывается только по созданию системы противовоздушной обороны. То есть общая картина, кто кому подчиняется, кто передает данные, кто дежурит на каком участке. И зоны ответственности делятся между системами ПВО. И таким образом создается единая система, которая работает круглосуточно. Вот сейчас, пока мы с вами беседуем, средства ПВО и противоракетной обороны Украины смотрят небо. Как только появляется опасность, они подают сигнал тревоги. Ну и, соответственно, готовы к этому. Появляются цели, они начинают по ним работать, начинают их сбивать. Вот так сбиваются самолеты противника. Чи є якась інформація про ЗРК Кільчень? Наскільки якісна по характеристикам ця розробка та чи могла б вона допомогти Україні в цій війні? Я думаю, что в любом случае она бы помогла. Вопрос в том, что она в разработке. Нету даже тактико-технических характеристик этой зенитно-ракетной системы. Она разрабатывалась, и на сегодняшний день она так и осталась в виде разработки. На какой стадии находится разработка на сегодняшний день, вам сказать, нет такой открытой информации, нет. Я думаю, что это эскизные проекты или максимум чертежи и расчеты по этой зенитно-ракетному комплексу. Вот. Если бы он был, конечно бы он помог нам закрыть небо. Может быть, если бы мы их наклепали там 100 или 2, мы бы 24 февраля бы не встретили, содрогаясь от взрыва бомб и ракет российской авиации, которая тут летала по всей территории Украины и бомбила все, что хотела. Вот. Поэтому, а на сегодняшний день я даже удивился, что вы вспомнили о этом ЗРК. Вот. Он где-то там еще в глубинах конструкторского бюро пытается что-то над ним колдовать. Сердечный привет из Германии. У меня такой вопрос. Вы уже несколько раз говорили о преимуществах ракет до 300 километров дальности.
в свойстве поражения транспортных путей снабжения. Русские пропагандисты тоже постоянно требуют, что надо разбить железные дороги, чтобы военная техника не доходила до фронта. Но что оккупанты действительно это делают? Или это у них получается? Вроде как не слышно. К большому нашему счастью. Почему? Нет у них таких высокоточных ракет такой дальности? Или это просто не оглашается? Заранее благодарю за ответ. Слава Украине. Смотрите, это разрушение нашей транспортной инфраструктуры, это точно так же, как разрушение нашей энергетической системы. Она настолько дублирована, у нас настолько развита сеть железных дорог, что это не имеет смысла. Пока не разрушат все мосты и узловые станции, мы восстановим те, которые были разрушены первыми. Вот. Но в любом случае, даже сейчас, когда наносились массированные ракетные удары, в том числе летом, когда наносились по узлам железной дороги, движение поездов уже не прекращалось. Да, мы перешли в некоторых на тепловозную тягу, потому что разбиты подстанции, не хватает мощностей, но все работает. И плюс отсутствие большого количества ракет, которые необходимо, чтобы они попали в эти мосты, в эти путепроводы, в эти транспортные развязки. Поэтому, а сейчас их очень и очень мало. Поэтому они идут по принципу приоритетности целей. На сегодняшний день, судя по характеру массированных ракетных ударов, можно сделать вывод, что приоритетность целей состоит именно в энергетике. Почему? Потому что энергетика гасит все. Без электричества нет света, нет тепла, нет воды и не едут поезда. Почему? Потому что основная масса железной дороги на электрической тяге. А у нас дороги практически все электрифицированы. Но выход из этого положения есть. А сегодня у России уже и ракет не хватает для того, чтобы наносить массированные ракетные удары. Сегодня Украина создала такую систему ПВО и противоракетной обороны, что мы вышли на коэффициент на уровень 85% сбития воздушных целей. Это по ракетам. Остались только баллистические и ракеты. И ракеты ПВО комплексов типа С-300. С ними, да, на сегодняшний день это наша проблема, наша головная боль. Но и то мы пытаемся с ними бороться. Но Искандеры летят всего лишь на 500 километров. Кинжалов, я уже сказал, очень-очень мало, и они не серийные. И, видимо, нет готовых экземпляров для того, чтобы их применять. Поэтому эти МиГи-31 каждый раз взлетают и садятся, взлетают и садятся. Пока опять не разобьют какой-нибудь очередной самолет. Ну, знаете, да, 2 разбили, 1 сгорел. Причем горел дважды. Сейчас на ремонте где-то там. Ну, еще, правда, 9 у них есть. Всего вроде как было 12 переоборудовано МиГов-31 под ракетный комплекс «Кинжал». Поэтому вот такая картина с этими ракетными ударами. А наносить бомбовые удары, сегодня российская авиация, мы закрыли. От российской авиации небо полностью закрыто. Они не могут зайти в наше воздушное пространство на самолетах для того, чтобы выполнить бомбометание по каким-то целям. Подскажите, это тоже был про заряды миномета. Видел видео, где орки зашли на позицию, где сидел в блиндаже наш воин и с помощью дистанционного пулемета положил несколько десятков орков. Сказали, что он был на позиции один, и эту позицию не смогли взять больше 3 дней. А взяли потому, что у пулемета закончились патроны. И вопрос, можно ли установить на крыше домов какие-то отводящие ракеты, самодельные приспособления по типу того, чем прикрывали Крымский мост. Я видел что-то в виде сот у орков на позициях. Смотрите, они устанавливаются на объектах, при необходимости устанавливаются, называется так, уголковые отражатели, которые сбивают, они дают, рассеивают луч, который идет от ракеты, от ее головной части, самонаводящейся, и тем самым слепят эту ракету или дезориентируют ее, расширяют
размеры цели. Есть соты, да, металлические. Я думаю, что они везде все стоят. Вопрос в том, что на жилых домах это нецелесообразно ставить. Почему? Потому что, ну, если уже ракета прорвалась, то куда бы вы ее ни отвели в жилом массиве, то она все равно попадет в жилой массив. Вот в чем дело. Там все равно надо ставить средства противовоздушной обороны. Хотя бы на конечном участке траектории, то есть постараться эту ракету сбить. Потому что если она сдетонирует в воздухе, то на землю или на жилой массив упадут только осколки. Если она будет повреждена в плане электроники и двигателя, то она просто упадет как болванка и не взорвется. Понимаете, степень разрушения будет намного меньше, чем она воткнется в дом и вывернет его наизнанку. Вот то, что было в Днепре, то, что было в Краматорске, то, что было ранее в Одессе, там, в Одесской области, вот в Николаеве, вот в чем проблема. А слепить ракету на последнем участке траектории — это бессмысленно. Если массив отдельно стоящий и вокруг массива пустыри или там лесопосадки, то тогда, может быть, на домах по периметру, может быть, есть смысл. И тогда ракета, может быть, упадет за пределы жилмассива. Вот. Но эффективность таких методов, она очень низкая. Кстати, тот же Крымский мост, который вы вспомнили, реально показал, что это ничего не работает. Прилетело, несмотря на то, что были зеркала установлены, там, уголковые отражатели, сотовые отражатели, ничего. Прилетело 3 пролета, как корова языком слезала. Обвалили и все, автомобильной части. До сих пор один пролет там вроде подправили, поставили на место, а больше все, куку. До июля месяца планируют там еще восстановить эту самую автомобильную часть и попробовать восстановить железнодорожную часть. Там провисли от перегрева. Отожгли металл, называется, он потерял свои несущие свойства, стал мягким. Так что вот такая вот картина. Ну, я вже ответил на этот вопрос. Добрий вечір. Джавелін одноразовий пристрій, чи все ж таки інші умільці навчилися його перезаряджати? Никто ничего не учился. Джавелин является многоразовым устройством. У него есть пусковой блок и есть контейнер с ракетой. Контейнер с ракетой после отстрела сбрасывается и на пусковой блок ставится другой контейнер. Наглядный пример: последний пакет помощи от Соединенных Штатов на 2,2 миллиарда. Там 250 пусковых Джавелина и 2000 ракет к этим 250 пусковым устройствам Джавелина. Читал, что придумали пулеметы с тепловыми датчиками. То есть, когда в прицеле есть человек, то пули вылетают. А когда нету, механизм останавливается. Скажите, у каких стран есть такие пулеметы? Ну, я не слышал про такие пулеметы. Я слышал, что есть зенитные пулеметы с тепловыми не датчиками, а с тепловизорами. Кстати, мы получаем вот в этом пакете помощи, последнем оглашенном Соединенными Штатами Америки, мы получаем зенитные пулеметы с тепловыми датчиками, которые будут работать по шахедам и ракетам на ближних дистанциях. А пулемет, который вы говорите, что там это, возможно, вы имеете в виду разработки некоторых КБ по стрелковому вооружению для спецподразделений. И там могут разрабатываться оружие, которое, допустим, срабатывает от отпечатка пальцев. То есть, если чужой человек возьмет автомат или пистолет в руку, этот пистолет работать не стрелять не будет. А пулемет, который может там определять наличие человека, есть или нету. Ну тогда смысл этого пулемета? Он должен различать, где хороший человек, где плохой. Вот. Если он не стреляет по людям, то по врагам, а ими в том числе являются в первую очередь люди, вот, то смысл этого пулемета. Вот я считаю, что либо вы вот что-то из области спецразработок для спецподразделений слышали,
Но я лично таких примеров не слышал. Я знаю, что есть вот зенитные пулеметы с тепловизорами, с тепловыми датчиками, которые наводятся с помощью вот этих датчиков. Именно наводятся на цель. И открывают огонь по цели, прицеливаясь именно ориентируясь именно на тепло. Смотрю, что пишут россияне в соцсетях, особенно в Одноклассниках. И ощущение, что такое, что поддержка россиянами войны в Украине не уменьшается. Оголтелая антиукраинская риторика призывы стереть Украину с лица земли. Какое-то преклонение перед Путиным. Все это не внушает надежд на позитивные изменения в российском обществе. Прекрасно понимаю, почему Кирилл Буданов говорит о том, что мы воюем не с кремлевской кликой, а со всем российским народом. А что вам известно о настроениях в российском обществе? Меняется что-то? И если меняется, то в какую сторону? Спасибо. Скажу так, что пока работает пропаганда и пока Путин у власти, ничего не меняется. Наоборот, остается очень высокий уровень поддержки этой войны. Вы абсолютно правы, и наш главный разведчик тоже абсолютно прав в том плане, что они настроены воевать. Если бы настроения в обществе менялись, то в военкоматах были бы проблемы с набором мобилизованных, и у нас сегодня на фронте наступление бы российских оккупационных войск не начиналось. Понимаете? Кто ж тогда воюет, если все против войны? Вот у меня такой вопрос. Посмотрите на линию фронта, она отражает, армия это зеркало государства. И если они все рвутся в бой, уничтожать, покрошить укропов, как они нас называют, да, сало рейха они нас называют, вот, то и там военкоматы, никто ж там даже вот эта тенденция там поджогов военкоматов уже давным-давно прекратилась. Была какая-то волна, и на этом все остановилось. Они согласны идти на убой за родину, чтобы пиндосы не пришли, не отобрали туалет на улице. Вот за что они воюют. За Путина, за родину, за Путина, за царя Отечества. Вот самый главный девиз. Умри на войне, не сдохни в канаве от водки, умри от водки. Можешь даже от водки умереть на войне. Вот как последняя танковая атака, понапивались танкисты до того, что не смогли даже доехать до конца атаки. Перебили половину, еле ноги унесли, те, кто остался жив. Вот вам вся суть, вся мораль. Пока работает пропаганда, пока Путин у власти, поверьте, никакого позитивного изменения не будет. Будет только ухудшение. И причем мы надеялись, что есть порог количества жертв для Российской Федерации, что вот когда-то общество скажет, да сколько же можно хоронить. Нет. Оказывается, такого порога нет. Они готовы принять и 1 миллион гробов, и 5 миллионов гробов. Они плачут над своими родственниками и винят в этом всем нас и американцев. И говорят, что нас надо всех поубивать, потому что вот им так плохо живется. К сожалению, вот идеология работает именно так. И ситуация, на мой взгляд, именно такая. Очень, очень плачевная. Почему я и поддерживаю идею 6-метровая стена, ров с крокодилами, колючая проволока и на долгие годы. Пока не сменится, пока не умрет то поколение, которое будет помнить эту войну. Не участвовать в ней, а помнить эту войну. Как минимум. Ну что ж, вот такие вот вопросы сегодня прозвучали в нашем с вами видео. На этом мы вторую часть по вопросам закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы написали к предыдущим видео. Итак, первым таким комментарием будет следующий. Кстати, в продолжение последнего вопроса, прозвучавшего в сегодняшнем видео. Неужели войска России до сих пор не поняли, что они они ведут захватническую войну? Сколько горя и слез несут эти освободители, в кавычках, простым украинцам? Слава Украине и победы отважным бойцам. Нет, они этого не понимают. Они считают, что они ведут спасительную войну. Путин же натягивает на эту войну понятие отечественная война. Что типа, если вы не пойдете воевать, завтра придут американцы, у вас все отберут. И придут хохлы, все отберут.
Як же я люблю поляків і їхніх президентів. Ось хто наші справжні брати і сестри, хто не втратив сили духу і мужності у темні часи Совка. Слава Польщі, слава и Украине. Ну, это наверное, благодаря изречению Анджея Дуды про стену до небес. Отвечая на вопрос журналистов о том, что не против ли США использование управляемых бомб по целям в оккупированном Крыму, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что решения про это будут принимать только в Киеве. По скриптум. Вообще не хочу уезжать из Крыма. Как здесь классно, вообще. Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Да, это знаменитая фраза, которая стала мемом из видео, записанного, когда первые удары по Крыму произошли. И там россиянка эвакуировалась из Крыма в свои родные пенаты из нашего украинского Крыма. И сказала вот эту фразу на камеру. Наші вітання із Ванкувера. Вашингтон, нехай Бог допомагає Ванкувера, Вашингтон. Нехай Бог допомагає нашим хлопцям. Дуже дякую за информацию. Не вопрос. Большое желание, пусть Бог меня простит. Как же хочется, чтобы то, что взлетело в Мачулищах и Барановичах, упало там же. Может, тогда мой внук будет больше учиться, чем сидеть в школьном убежище. Да, наши дети действительно спускаются. Уроки в школе идут, сразу скажу. Вот вижу по местным школам. Но во всех школах сделали бомбоубежище. Поставили генераторы, вырубается свет, заводит генератор, так что тепло есть. Автономные котельные сделали в школах, где пеллетные, в основном пеллетные, чтобы не зависеть от газа. И он довольно, цена дороже, чем пеллеты. И в каждой школе бомбоубежище. И как, если тревога воздушная, дети спускаются и продолжают уроки в бомбоубежищах. Вот это гуманность российских фашистов. В интернете ходит карта с покрытием ракет на 150 километров. Это получается, что всю Запорожскую, Херсонскую области покрывает, аж до Азовского моря. Это означает, что склады нужно отодвигать где-то в Таганрог. Как они будут снабжать эти области? Так вот, на это и расчет. Но, к сожалению, как выясняется картина, этих бомб еще нет в металле. Их надо еще произвести. Так что, когда они появятся на фронте у наших артиллеристов, это вопрос очень тяжелый и очень больной. То есть не скоро. Война — это варварство. Когда нападают на мирного соседа, но это священный долг. Когда защищают свою родину, свою землю и будущее своих детей. Слава Украине и ее мужественному народу. Профессионально мы из Болгарии, и мы все с вами. Слава вооруженным силам Украины. Добрый вечер. Израиль тут с вами, с Божьей помощью и ВСУ. Слава Украине. Ну да, Израиль, кстати, начал разворачиваться к нам лицом. Будем надеяться, что вот это заявление премьер-министра Израиля, старого нового премьера, о том, что пересмотреть позицию Израиля относительно передачи нам вооружений, сыграет свою позитивную роль, и мы получим что-то хорошее из числа израильских образцов вооружений. Кстати, может быть, Израиль разрешит нам передать МиГи-29, польские и словацкие. Я думаю, что там вся задержка именно из-за Израиля, потому что, скорее всего, такой точной информации нету в открытом доступе, но, скорее всего, на мой взгляд, там стоит авионика фирмы Рафаэл израильской, и поэтому их нам не передают. Потому что Израиль пока что категорически против. Если Израиль разрешит, то я думаю, эти МиГи тоже станут в строй. Но тогда они будут на уровне западных образцов, потому что израильская авионика одна из лучших в мире. Привет из Литвы. Сегодня достигнут рекорд в деле поддержки Украины. За час мы собрали 1 000 000 евро, когда одна крупная компания пообещала удвоить все пожертвования, которые будут сделаны в течение часа. Люди пожертвовали 1 000 000. А пресловутая компания добавила
добавила еще 1 миллион. В итоге приближаемся к 6 миллионам евро к концу 5-го дня сбора «Радарим». Так называется сбор денег для покупки радаров для нужд вооруженных сил Украины. Мы с вами. Слава Украине! Ну что ж, на вот этой вот мажорной ноте про фонд под названием «Радарим» для закупки радаров для вооруженных сил Украины мы и закончим сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное тем, кто еще не подписан, приглашаю подписаться. Кому понравилось видео, поставьте лайк ему, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает и поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!